Всем доброй ночи. Я вам сегодня обещала. Я привыкла выполнять свои обещания. Хоть я и сказала, что, может быть, на днях сниму, если не буду уставшей. Но все же решила не тянуть с этим делом и подарить вам работы сегодня. Еще 2 работы. Пока что снимаю ученую фею. Итак, друзья мои, я более подробно о феях и вообще о скандинавских духах, о северных духах-хранителях. Более подробно, хотя еще лекция предстоит. Да. Я рассказала в ролике «Денежная фея». И я объяснила, еще раз немного освежу вашу память о том, что это хранители, духи-хранители деревьев, природы, ручьев, источников, дорог, людей. Феи переводится как именно переводится дух-хранитель. И они сопровождали, кроме всех своих функций, еще душу ушедшего человека в мир иной. Их почитали в языческий период англосаксы, почитают по сей день норвежские народы, северные народы моря, которых мы называем варяги, кельтские народы, отчасти это и французы в том числе. Итак, фея. Этот заговор я составила в студенческие годы. Я уже об этом рассказывала, но еще раз освежу в памяти. Я прочитала, поскольку я человек любознательный, и в молодые годы, и в детские годы очень много читала, и очень много хотелось узнать. Прям такая жажда знаний, одержимость знаниями. То я нашла сведения о том, что в средние века вызывали ученую фею для учеников, которые плохо запоминали. Родители, там, матери, у которых были какие-то тайные знания, они призывали для своих детей ученую фею, которая приходила и помогала быстро понять урок, быстро освоить. Это позднее средневековье, ближе к нам. Это 16-17 век. Это считается позднее средневековье, так считается в исторических терминах. Когда инквизиция была более-менее уже слабой, не имела такой власти, голову подняли опять народные поверья и прочее. И с потайных чуланов нашего сознания в нужный момент этот дух, который приходит нас вдохновлять и помогать, вытаскивают знания, те знания, которые мы давно учили, но которые уже нами забыто, но наш разум сохранил. И когда я сказала моим подругам, они, конечно, посмеялись над этим всем, но ради интереса присоединились. И вы знаете, мы сдали экзамен. Мы действительно вспомнили, то есть каждый из нас рассказывал, что в этот момент вот все просто перед глазами пробежало, все, что говорил учитель, все вспомнили в мельчайших подробностях и рассказали, получили зачет. Но тогда экзамены у нас особо там, то есть такой период, это 2-й курс, когда оценки не ставят, больше
Пишут просто сдан, там зачет и так далее. Это после третьего начинает гонять по полной. Итак, призываем ученую фею для того, чтобы она помогла нам в трудную минуту вспомнить все и все наши знания выносит наружу. Я хочу объяснить, что если вы не читали ни одной книги, вы, конечно, профессором не станете, если будете хоть каждый день ее призывать. Но если вы, например, хотите сдать экзамен, читаете, начитываете, вот не запоминается, вы призываете ее каждый раз, когда садитесь учить что-либо. Или когда вам нужны какие-то идеи. Даже в этом случае она может дать вам возможность копаться в вашем подсознании и вытащить оттуда нужные идеи, которые, может быть, когда-то приходили вам в голову, но потом куда-то ушли, или в каких-то книгах вы читали. То есть усиливает мысль. Дух, он вездесущий. Дух читает наши мысли. Дух может нам помочь. Но только в том случае, если мы позволяем им нам помочь, если мы позволяем им вмешиваться в нашу судьбу, в нашу жизнь, они приходят и помогают. Если ваш ребенок плохо усваивает программу, не запоминает, нервничает, не может сдать экзамен и так далее, вообще учиться трудно дается учеба, призовите помощницу для своего ребенка. А именно, когда ребенок спит или когда ребенок... Ну, вы можете, конечно, читать при ребенке, вы можете даже ребенку дать прочитать, потому что это безобидная такая, то есть безобидный заговор, здесь ничего такого темного нет из темной сферы магии. Но не все дети это поймут, не все дети осознают. А вы можете сесть просто рядом с ребенком, начитать для него, только называя имя ребенка. Не для себя, а для него. Если вашему ребенку еще не исполнилось 15 лет, вы можете читать для своего ребенка. Можете дать ребенку начитать. Итак, заговор следующий. Сколько раз читать? Читать желательно 4 раза. Ну, можно и побольше, если есть такое желание у кого-то, чтобы прям усвоить материал и понять. Можно и побольше. Но 4 раз достаточно вполне, чтобы уже эта сила вас услышала. И если вы сдаете экзамен, если вы видите, что успеваемость вашего ребенка начинает улучшаться, что он более внимательный становится и появляется некая любовь к чтению и так далее, потому что вы должны понимать, что на тонком плане вы призываете определенный дух, определенную силу с определенными чувствами. Если она ученая, значит, у нее есть любовь к книгам. Следовательно, если это ученая, вченая, да, и не вченая, вченая фея приходит в жизнь вашего ребенка, то есть ученый дух, дух-хранитель учения, знаний. Если приходит в жизнь вашего ребенка, естественно, внедряется в мысли вашего ребенка и начинает внушать ему любовь к знаниям. Таким образом, ребенок ваш или вы сами, если вам хочется тоже как бы запомнить материалы или хотите узнавать больше, иногда нужно какое-то вдохновение человеку, или вы сами, да, вы должны понимать, что усиливается желание больше узнать и любовь к знаниям. И таким образом она помогает вам или вашему ребенку больше стремиться, больше узнавать и обретать знания. Естественно, через учебу. С воздуха это не упадет. Я имею в виду, что недостаточно просто прочитать и думать, что все, теперь завтра пойду, и она мне сама подскажет, как там, да, как там в этом фильме «Операция И» или «Приключения Шурика». Профессор Лопух, да, но приемник при нем.
Или аппаратура при нем. Не так будет вам диктовать фея. Начнем. Жила ученая фея среди книг, древних и новых, а в книгах мудрость веков, а в книгах рассказы о героях и про богов. В книгах знания, в знаниях сила. Кто знанием владеет, тот владеет миром. Ученая фея, я тебя зову. Закрепи в уме знания мои. Из тайных чуланов моего сознания выведи на свет мои познания. И в нужное время мои знания пусть служат мне и открывают мои дороги к счастливой судьбе и достойной жизни. Приди, ученая фея, стань моей подругой, наставницей, помощницей. Истинно так. Если вы читаете для себя, то читайте так. Если вы читаете для ребенка, например, да, ну, имя не буду называть, для него, для нее. Жила ученая фея среди книг, древних и новых, а в книгах мудрость веков, а в книгах рассказы о героях и про богов. В книгах знания, в знаниях сила. Кто знанием владеет, тот владеет миром. Ученая фея, я тебя зову. Закрепи в уме знания моего сына, например. Из тайных чуланов его сознания выведи на свет его познание. И в нужное время его знания пусть служат ему и открывают его дороги к счастливой судьбе и достойной жизни. Приди, ученая фея, стань его подругой, наставницей, помощницей. Истинно так. Я прочитала 2 раза. Первый вариант для вас, второй для ребенка. Только для ребенка, для соседей, для кумовьев, для, не знаю, любовников не читаем. Просто иногда так как напишут, а вот можно там прочитать для каких-то там моих хороших знакомых. Прекращайте уже ерундой заниматься, и магия для вас не игрушка. Если есть определенные работы, которые вы можете по праву крови, то есть по праву матери начитать для своего ребенка, это не означает, что вы можете читать и для соседей, для друзей, кумовьев и там просто продавцов в магазине, которые вам понравились. Придите в себя, вот это обращение к таким личностям. Придите в себя, иначе эта сила сама вас приведет в себя. Всем удачи, всех благ и всего хорошего.